Друзья, всем привет! С вами Алекс, строительная компания Elkem Yapı. Сейчас мы находимся на нашем новом проекте, который называется Elkem Центр в городе Тарсус. Мы сегодня приехали с нашим покупателем, с нашим клиентом Ирина. Мы сейчас поедем, посмотрим ее квартиру, покажем ближе все, как выглядит. Возможно, Ирина какие-то задаст вопросы. Все вам покажем, расскажем. Пойдемте смотреть. Кısa video yapacağız. Teşekkür ederiz. Это вот еще два дома здесь будет. Ну, уже строительство, слава богу, началось. Начали уже, наконец-то, все Да, многие да. спрашивали, Ну, когда же уже начнется. Ну, Вон, вон уже первый этаж ну. начали. Первый этаж, Алин. да, то я думал, Пойдемте. эти корпуса Ага. сдадутся, а тут будет стройка. Магазины. А с той стороны будет заезд на автомобильный и вход. Ну, сейчас мы там посмотрим с вами. Он же большой, как зигзагом идет. Смотрите, смотрите, на камеру внимания не обращайте. Маленькая? Нет, все нормально. Да, кажется немножко, что не очень большая, но понятно, когда это все уберется. Ну, это Здесь стандартно будет 1 плюс кухонный 1. гарнитур, что вот этот козырек большой, я думаю, ничего не будет видно. Все прекрасно видно. Вообще красивая отлично. площадь, бассейн. Да, отлично вообще. Итак, Ирин, мы в вашей квартире уже находимся на втором этаже. Что понравилось, что не понравилось, прокомментируйте пару слов. Знаете, я вчера приехала, я живу в городе Кемерово. Купила здесь квартиру 1 плюс 1 в Elkem центре. Надо мне, не надо, сомневалась. Вот теперь приехала, знаете, я в полном восторге. Во-первых, от самого города, от Мерсина, от Тарсуса. А теперь, когда я стою в своей квартире практически, это какой-то у меня прямо вот шок просто. Еще бы немножко бы уже более готовы. Да, я уже знаю, что у меня здесь будет, что здесь Уже будет стоять. пообщались, рассказали. Кухонный гарнитур. Это потом уже такие приятные очень заботы. Конечно, конечно. Еще... Мне, знаете, еще повезло с такими прекрасными менеджерами. Алекс Степаненко, Алина Бодрикова. Вы просто не представляете, как зависит, к кому ты попадешь, к какому менеджеру. Спасибо большое. Не, мы Да. делаем свою Так что работу, как обращайтесь. можем, как умеем. Это уже 100% гарантия, что это люди добросовестные, ответственные. Все сделают даже больше, чем надо. Все, спасибо вам большое. Пойдем дальше смотреть. Будет встроенный шкаф. Здесь ниша, подстроенный шкаф будет, как в Lexus, да? Ну, кровать поместится, две тумбочки, Кровать, пару шкаф. шкаф небольшой. Больше Да. ничего Здесь не технический надо. балкон, посмотрите, здесь выводы под кондиционеры, под моторы на эту сторону. И здесь под котел, под водонагреватель, либо газовый, либо электрический. И Стиральная стиральную, машинка. сюда же можно. Вот вывод под стиральную машинку и подача воды также здесь. Ну, все Здесь отлично. можете стеклить, потом уже после того, как комплекс получит скан, уже заниматься. Ну, надо же, я уже в своей Обустройство. квартире. Практически да. Осталось только топу получить. Ну, видите, и не окна в окна. То есть тот корпус Б-блок, видите, будет близко вот к этому получается. Ну, и- К тому. А у вас получается будет, ну, нормально. Так я специально выбирала, чтобы обзор был такой. После посещения и осмотра квартиры нашего клиента Ирины, мы решили прокатиться по новой дороге к новому международному аэропорту Чукурова, который должен вскоре открыться. Расстояние от нашего комплекса Elkem Центр до аэропорта около 20 километров. Основной поворот с трассы D400 на скоростной автобан, ведущий непосредственно в аэропорт, пока закрыт. Поэтому нам пришлось проехать немного далее и повернуть на дополнительную дорогу, с которой в дальнейшем нам удалось выехать на основную трассу, ведущую к аэропорту.
После того, как мы выехали на основную магистраль, мы сразу обратили внимание на выделенную полосу железной дороги между двумя автомобильными дорогами, ведущими в сторону аэропорта и обратно. И тогда уже стало сразу понятно, что разговоры про скоростной поезд, который должен будет курсировать от нового международного аэропорта Чукурова в город Мерсин и Адану, это не просто слухи и сплетни, а реальный факт. Подъезжая уже непосредственно к главному въезду в аэропорт, мы не стали снимать на камеру, так как в прошлый раз, когда мы пытались это делать, у нас были из-за этого небольшие проблемы. Но все же нам удалось немного снять для вас уже непосредственно на развороте и при выезде из главных ворот территории аэропорта. Что касается информации о самой дате открытия нового международного аэропорта Чукурова, то непосредственно о тех людей, с кем нам удалось пообщаться при въезде на территорию, то нам никто никаких конкретных дат так и не смог сказать. Могу лишь сказать о том, что от нескольких других источников, с которыми мне удалось пообщаться в этот же день, мне сообщили о дате 15 июля 2024 года. Как всегда, дату открытия аэропорта пытаются приурочить к очередному празднику, а именно в этот день в Турции будет большой праздник – День демократии и национального единства. Ну что ж, как говорится, поживем увидим.